Добрый день, меня зовут Владислав Корячок, и мы с вами начинаем сегодня занятие по расчету металлоконструкций согласно норм Еврокода в ПК Лира 1012. ПК Лира реализовано несколько типов сечений, все они сейчас перед вами показаны на слайде. Первое это сварной э, симметричный двутавр, прокатный двутавр, сварная коробка без флангов, на полках прокатная коробка, сварной швеллер, прокатный швеллер, неравнополочные уголки и круглая труба. Все остальные сечения пока что не реализованы, но, возможно, будут реализованы уже в будущих версиях. Немножко будем эту базу в будущем расширять. Расчет конструирования стержневых элементов у нас производится согласно EN 1993.1.1 и 1993.1.5. Ну и также, кроме этого, я здесь привел литературу, с которой вы можете ознакомиться, если вам будет не все понятно или что-то будет упущено в сегодняшнем занятии. Вообще, расчет металлоконструкций по Еврокоду полезен будет для конструкторов тех стран, в которых эти нормы обязательны к выполнению, ну а также и конструкторам из других стран для проведения кросс-валидации своих расчетов, так как по другим нормам некоторые аспекты могут быть высветлены не очень хорошо, и вспомогательные нормы с точки зрения здравого смысла могут вам помочь для уточнения своих расчетов. Давайте перейдем теперь к конкретному примеру, на котором мы будем рассматривать наши нормы. Я заготовил для этого модель из металла. Вот видите, у нас есть некий каркас. Если я перейду в редактор сечений, то вы увидите здесь, что использованы разные виды сечений. С этой коробкой двутавр, швеллер, труба, уголок, вспускная коробка и некоторые вспомогательные сечения. Также я уже создал нагрузки и создал сочетание нагрузок согласно норм Евросоюза. Если вас интересует, как у нас формируется сочетание по Евросоюзу, то здесь у вас сейчас появится всплывающее окно со ссылкой на то, как это все сделано. Можете это на досуге посмотреть. Здесь я задал некоторые взаимоисключения. Также задал виды воздействия и коэффициенты к расчетным и нормативным нагрузкам. И создал также пользовательское сочетание, по которому я буду смотреть устойчивость для определения расчетных длин отдельных элементов. Да, а так мы будем наш подбор и проверку производить по РСУ. Так, чтобы приступить к конструирующим расчетам, нам нужно знать элементы, которым мы будем это все применять, и эти параметры конструирования создать. Давайте начнем начально из наших балок крановых путей, а именно из их частей, которые расположены у концевой опоры. Перейду в редактор конструирования, выберу стальные конструкции и топология двутавров. Здесь в раскрывающемся списке выбираем нормы Еврокода. И видим здесь окошко для ввода и определения разных параметров. Вот первое, что мы видим, это коэффициенты к материалу по прочности, устойчивости и надежности и устойчивости с использованием временного сопротивления стали. Если перейти к самим нормам Еврокода, то мы здесь увидим рекомендуемые параметры для гамма М0, гамма М1 и гамма М2. Вот они составляют 1, 1 и 1
и 25. Но если в национальном приложении рекомендованы другие коэффициенты, то применяем те, которые рекомендуются в вашем национальном приложении. Вот обращаю внимание, что что коэффициенты с учетом сейсмики мы еще пока не реализовали, возможно, реализуем в будущих версиях. Но если вам нужно их использовать, то вы можете отдельно считать сейсмическое сочетание и не сейсмическое, и, ну, и делать два отдельных расчета с разными коэффициентами надежности. Ставим те коэффициенты, которые предлагаются по умолчанию в Еврокоде. Следующее, на что смотрим, это на расположение нашей балки. Если мы посмотрим на схему, то наша балка подходит, ну вот это именно частью опоры, подходит к участку на концевой опоре, как вот здесь уже выбрано, вот в этой радиокнопке. Значит, для чего вообще эта вся схема нужна? Первое, это для учета эффекта сдвигового опоздания для некоторых видов сечений. И второе, это для понимания того, является ли наша балка на опоре, чтобы проверять ее местную потерю устойчивости ее стенки. Или же балка расположена в пролете, и тогда эта проверка для местной потери устойчивости стенки не производится. Давайте разберемся, что такое эффект сдвигового опоздания. Вот здесь вы видите схемку, которая взята из Еврокода для некоторой балки. И вот видите, я ее уже так на рисунке закрепил на опорах и нагрузил распределенной нагрузкой вдоль ребра стенки. И видим, что напряжения в ней распределяются неравномерно вдоль полки. Давайте это все рассмотрим более детально на примере. Вот видите, здесь я построил балку оболочками и стержнями. Затем я нагрузил эти балки некой нагрузкой. Перехожу в результаты расчета. Могу посмотреть, как балка прогнулась от этой силы вдоль стенки. И видим, что даже перемещения для оболочечной и балочной модели немного отличаются. Это одно. А затем мы можем посмотреть также в распределение напряжений. Для стержней я зайду во вкладку напряжения в стержнях, поставлю здесь соответствующий чек и посмотрю, к примеру, вот где-то в серединке пролета, как напряжения распределены нормальные сигма x. И вот видите, что они вдоль полки практически равномерно распределены. Вот здесь 256, в центре так же самое, и с этого края примерно то же самое значение. Здесь разница может быть минимальна из-за триангуляции самой, но видим, что напряжение по полке постоянное, если мы используем гипотезу плоских сечений. Но если же гипотеза плоских сечений не используется, смотрим теперь на напряжение вдоль Y для оболочечной части, то увидим, что напряжения здесь по полке распределены неравномерно. Вот это лучше будет видно, если я сейчас отображу только часть полки где-то в середине пролета. И вот видите, что ближе к стенке напряжение по абсолютному значению больше, а по краям меньше. Ведь видите, ведь возле стенки у нас около 100 тонн на метр квадратный, а на краю полки уже где-то 53. То есть почти в 2 раза. И вот здесь я на слайде привел как раз эпюру этих нормальных напряжений по
полки, видим, что эта пюра неравномерная по сравнению с стержневой моделью. И вот как раз это и является эффект сдвигового опоздания. И в нормах Еврокода, чтобы этот эффект как-то учесть, рекомендуется мысленно уменьшить ширину полок, а затем уже считать, что напряжения по полке распределены равномерно, то есть происходит некоторое редуцирование сечения. Здесь на слайде видите, как будет считаться условная ширина полки двутавра в зависимости от выбранной схемы. То есть у нас может быть пролет балки при одном соотношении ширины и длины балки, ну, ширины полки и длины балки. Также при другом соотношении есть. И есть отдельная схема для концевой опоры балки и для консоли. То есть для этих разных схем будет свой коэффициент редуцирования ширины полки. И перед тем, как все расчеты по прочности и устойчивости мы будем производить, мы перед этим будем редуцировать полки нашего сечения. Если же мы толком не знаем, какая схема наиболее подходящая, то мы можем выбрать в программе не использовать коэффициент к длине пролета. И затем после этого можно будет эту длину пролета задать. И ширина полки, приведенная консервативно, будет посчитана так, будто бы наше сечение стоит на опоре. Вот здесь это все на схеме показано. Дальше возвращаемся в программу и видим, что для участков, которые стоят на опоре, у нас есть параметры для выбора вида опоры. Ну и также ребра жесткости. То есть, а если на пролете, то этой кладки уже не будет. То есть мы уже об этом позаботились, чтобы вы не вводили лишней информации. Значит, расчет элементов на опоре производится для проверки устойчивости стенки. Такой расчет будет у нас для двутавра, коробки и швеллера. Для остальных элементов там нет явно выраженного ребра, поэтому расчет не производится такой. Ну и также вот эффект сдвигового опоздания, о котором мы только что поговорили, это реализовано только для двутавра и для швеллера. То есть это для полок двутавра и полок швеллера. Для остальных это все не реализуется, так как там нет четкого понимания, что именно является полкой и как это затем анализировать при расчете. Давайте разберемся, как происходит расчет устойчивости стенки. У нас при расчете стенки могут учитываться ребра жесткости или не учитываться. Вот как здесь видите на картинке. При учете ребер жесткости по Еврокоду по EN 9315 рассматривается два вида. Это жесткая опорная часть, это если на конце балки есть ребра жесткости и вместе опоры есть ребра жесткости и также промежуточные ребра. Или с гибкой опорной частью, если ребро жесткости есть только вместе опоры. Затем уже считается несущая способность, которую несет стенка, и несущая способность, которую несет полка. Вот для полки это ВБФ, для стенки ВБВ. Как правило, конечно, основную часть несет стенка, а полка несет минимальную часть нагрузки. Несущая способность стенки рассчитывается по формуле 5.2. В этой формуле есть такие параметры, как XW. Вот этот коэффициент считается по таблице 5.1 в зависимости от условной гибкости стенки лямбда v, которая считается по формуле 5.5. И если
есть ребра жесткости, то мы также считаем несущую способность полки или поясов. Вот эта несущая способность рассчитывается по формуле 5,8. И здесь для параметра c нужно знать параметр А, то есть это расстояние между ребрами жесткости. И вот это расстояние вводится вот здесь. То есть мы можем взять шаг или отношение шага к высоте стенки. Не больше нигде эти параметры ребер жесткости не используют. То есть это только для опорных частей. Если элемент стоит на жесткой опорной части или на гибкой. Ну и если у нас есть продольная сила, то значение вот МФРД будет еще и редуцировано по формуле 5,9. Если же у нас ребер жесткости нет, то мы переходим к формуле 6,1 по ИН 93,15. И вот расчет параметров, которые входят в эту формулу, здесь представлены на слайде. Здесь нужно определить LY вот по условию минимума. Знать также нужно размеры опоры для определения параметра КФ. Вот если я выберу без элементов жесткости, то нам здесь нужно поставить соответствующий размер опорной части и длину от опоры до конца балки. Ну и также нам нужно указать длину пролета, которая является расстоянием между двумя опорными частями. Я могу ее измерить здесь. Вот здесь она составляет 6 метров. И внесу ее параметры конструирования также. Предлагаю сейчас ненадолго вернуться к теоретическим основам расчета прочности сечений и затем дальше перейдем к практической работе. Значит, по Еврокоду имеется 4 класса поперечных сечений. Первый класс — это если местная потеря устойчивости вообще не происходит. Второй класс — это если местная потеря устойчивости происходит после возникновения пластического шарнира. Третий класс — это если местная потеря устойчивости происходит при возникновении пластических деформаций. И четвертый класс — это если местная потеря устойчивости происходит до появления предела текучести в каком-то элементе сечения. Значит, класс сечения также зависит от геометрии сечения и комбинации нагрузок, которые к нему приложена. В Еврокоде есть правила, по которым определяется класс сечения. Ну и в частности, если сечение можно разбить на элементы из тонких листов, к примеру, в двутавре это будет одна стенка и 4 свеса, то затем каждую часть можно рассмотреть по тому, как в нем образуется пластический шарнир или распределяются напряжения, и затем мы можем как-то определять класс. Значит, в Еврокоде есть два типа таких участков. Первый тип — это жесткое защемление с двух сторон, то есть это, к примеру, стенка двутавра или стенка швеллера или участок коробки, то есть с обоих сторон данного участка имеются ребра жесткости. И есть также часть, как полка, в которой ребро жесткости имеется только с одной стороны. Давайте сейчас рассмотрим часть, которая закреплена с двух сторон, к примеру, стенка двутавра. Значит, чтобы определить класс, нам нужно знать, как распределены деформации при пластическом шарнире. У нас это в лире определяется автоматически, исходя из нелинейно-деформационной модели. То есть мы определяем, как это распределено, и затем считаем соотношение сжатой и растянутой части.
Вот обратите внимание, что расстояние этого участка для сечений со скруглением нужно брать от точки начала скругления, так как считается, что в скруглении местная потеря устойчивости не теряется. Ну и также обратите внимание, если вы откроете оригинал Еврокода VPN 93.1.1, то там сжатие считается положительным. Я же здесь на слайде переделал, как это мы привыкли у себя считать, что сжатие это отрицательное напряжение и растяжение это положительное. То есть мы определяем положение пластического шарнира и смотрим, выполняется ли какое-то из двух условий, по которым сечение относится к первому классу. Если условие выполняется, то мы сечение относим к первому классу. Если не выполняется, затем мы смотрим условия для второго класса, вот эти два, выполняются ли они. Если нет, тогда мы уже пластический шарнир откидаем и смотрим, как распределяются по сечению упругие напряжения. И смотрим, ну и находим коэффициент пси. Ну и затем, исходя из этого коэффициента и размеров участка, который мы рассматриваем, смотрим, можно ли данный участок отнести к третьему классу. Ну и если нет, то тогда уже относим его к четвертому классу. И для четвертого класса у нас там будет более усложненный расчет с редуцированными частями сечений. Если же мы рассматриваем полку сечения, то есть закрепление с одной стороны, тогда мы также ищем положение пластического шарнира. И вот по одному из двух условий смотрим, относится ли сечение к первому или второму классу. Если условие не выполняется, тогда рассматриваем, относится ли сечение к третьему классу по распределению напряжений и коэффициентика сигма. И для уголка здесь немножко есть небольшое уточнение. Ну и если к третьему классу нельзя отнести, тогда рассматриваем как четвертый класс. Если хотя бы один из участков полка или стенка относится к какому-то максимальному классу, то все сечение затем будет относиться к этому классу максимальному. То есть если хотя бы один участок к четвертому классу относится, тогда и все сечение к четвертому классу. Ну и для труб у нас есть отдельный расчет, так как эти участки, которые я показал только что, они относятся к прямоугольным листам из тонколистовой стали, то труба это уже скругленный участок, и для него есть определенные свои правила, как это сечение к какому классу относится. Вот здесь вы видите на экране, какие условия для того, чтобы сечение относилось к первому, второму и третьему классу. Но если сечение уже относится к четвертому классу, то Лира у нас такие сечения не считает, и мы выдаем предупреждение, что такую трубу, в которой происходит местная потеря устойчивости, стоит считать уже в виде оболочки. То есть строить не стержнем, а оболочкой и анализировать, не потеряет ли данная труба устойчивость. Здесь я еще немножко подготовил вам некоторые примеры по классам сечений. Здесь я сделал несколько таблиц с сортаментом и посмотрел, что будет, если сечение будет полностью сжатым. И то есть коэффициент альфа, если посмотреть на слайды, вот здесь альфа равен 1 и здесь альфа равен 1. То есть это будет самый худший случай, когда в сечении может произойти потеря местной устойчивости. И вот при таких условиях видим, что большинство сечений из сортамента относится к первому, второму или третьему классу, и только небольшая часть к четвертому классу. И в основном для прокатных сечений двутавра происходит местная потеря устойчивости стенки. Ну, если сечение полностью сжато. Здесь также я вот другой ГОСТ привел, ну и здесь примерно та же картина, хотя здесь уже сечение с четвертым классом почти половина.
И все из-за местной потери устойчивости стенки. Также привел швеллеры, некоторые ассортаменты, вот ГОСТ 824072, то есть швеллеры с уклоном внутренних граней полок и швеллеры с параллельными гранями полок. И видим, что только вот последнее сечение в ассортаменте 40 и 40П при самом худшем варианте событий может отнестись к 4 классу. То есть если будет стенка полностью сжатая. Для труб вообще очень сложно найти сечение 4 класса. Вот есть только нашлась труба 820/9, вот она относится к 4 классу, и стержнем ее считать уже не рекомендуется. Ну и для уголка также сечений 4 класса для прокатного уголка очень мало. Есть вот, например, 200/200/12, но уголок будет отнесен к 4 классу, если он полностью сжат, ну или по какому-то условию сжат. Есть только небольшое уточнение для двутавра, для симметричного. То есть в Еврокоде есть такое исключение, что если стенка имеет 3 класс, а полки или свес первый или второй, то тогда мы можем наше сечение отредуцировать по тому сценарию, как здесь описано, и рассматривать уже это редуцированное сечение как сечение первого и 2 класса. То есть первый и 2 класс считается на прочность и устойчивость идентично. Если же сечение относится к 4 классу, то тогда мы по некоторым правилам убираем те части, которые как условно теряют местную устойчивость, и считаем затем эти сечения как сечение 3 класса, но уже без вот этих редуцированных участков. Правила редуцирования приведены в ИН 93.1.5. Значит, здесь также для элементов для участков и с двусторонним закреплением будут одни правила, вот как здесь приведены на экране, как, например, для стенки двутавра. И для полки двутавра свои правила. Вот здесь это белая часть, где указано, это редуцированные части получаются. То есть это те части, в которых происходит местная потеря устойчивости. Также параллельно считаются вот параметры К-сигма для полок, соответственно, исходя из коэффициента пси, ну и из соотношения максимального и минимального напряжения по концам этого участка. И вот так К-сигма считается для свеса, для полки. То есть это стенка, это полка. Здесь у меня в примере указан двутавр, но также это могут быть и полки Швеллера или здесь как стенка, здесь может быть или стенка Швеллера, или стенки коробки. Также здесь вы видите фигурирует коэффициент РО. Вот он считается исходя из формулы 4,2 и 4,3. Ну и здесь также приведены некоторые компоненты, которые в этой формуле участвуют, по каким правилам они считаются. Вот лямбда, ну, условная гибкость стенки и тому подобное. Но перед тем, как считать общую потерю прочности по нормальным напряжениям, мы должны оценить, как наш стержень работает на срез. Если мы рассматриваем 1 и 2 класс, то нам не страшно появление какой-то одной точки пластической деформации. Нам интересно, какую нагрузку сечение несет в целом с учетом пластической деформации. Вот приведена формула, по которой считается предельная поперечная сила вдоль какого-то из направлений, и она зависит от площади сдвига. Ну, примерно можно считать, например, что для двутавра площадь сдвига это будет площадь стенки, то есть площадь участка, который параллелен к приложению нагрузки Q.
Если мы рассматриваем нагрузку QZ, то есть параллельно стенке, то площадь сдвига она будет почти равна, примерно равна площади стенки. Если мы рассматриваем QY, то есть нагрузка параллельно полкам, то площадь сдвига это будет площадь полок. Ну и аналогично для коробок мы смотрим, в каком направлении действует, и в зависимости от этого ищем площадь сдвига. Ну и также видите, какую площадь мы берем для швеллера при определенных направлениях нагрузок и для уголка. Для трубы формула будет вот такая. То есть здесь более сложное распределение, ну, по этой формуле. То есть здесь формула для определения площади сдвига здесь приведена. Вот для двутара это вот h, полная высота, умноженная на толщину стенки. То есть это первый и второй класс. Также важно при определении максимальных касательных усилий это наличие кручения. Напряжение от кручений распределяются для открытых сечений и закрытых по-разному. Значит, здесь на слайде приведен двутавр, он подвержен вообще депланации. И при наличии кручения полный момент он состоит из крутящего момента Сен-Венона, то есть это как чистое кручение, и стесненное кручение, вот MXV, или изгибно-крутильный момент. И вот он определяется по такой формуле. И сумма чистого и секториального момента будет равна суммарному моменту. Здесь вы видите, как распределены касательные напряжения в сечении открытого типа, подверженному депланации. Ну или, в принципе, для любого сечения открытого типа напряжения касательные будут примерно равны произведению момента кручения чистого на толщину стенки, в которой мы ищем эти напряжения, и разделенные на момент инерции кручения. Ну а с изгибно-крутильными моментами будут возникать уже, как можно сказать, касательные секториальные напряжения, и они будут распределяться пропорционально остаточному секториальному статическому моменту отсеченной части. То есть если смотреть на аналог расчета касательных напряжений от силы Q, то это, как можно сказать, как аналог формулы Журавского, но только в секториальном виде. Значит, также могут быть нормальные напряжения от бимомента, но мы пока эту часть с бимоментом в Еврокоде не реализовали, может сделаем в будущих версиях. Обращаем внимание на то, что в Еврокоде есть такая рекомендация, что в элементах открытого поперечного сечения, таких как двутавр, влиянием кручения Сен-Венона можно пренебречь. То есть здесь что имеется в виду, что если сечение подвержено депланации, то мы считаем, что момент mxt равен нулю. И мы берем во внимание только момент mxv. Ну а для сечений закрытого типа, такие как труба или коробка, или же для сечений, которые не подвержены депланации, но открытого типа, к примеру, как уголок, для них мы считаем, что присутствует только момент чистого кручения, то есть момент Сен-Венона. И затем для сечений первого и второго класса мы считаем как критические напряжения от кручения и уточняем нашу несущую способность на поперечные силы. Вот по этим формулам, что здесь приведены. Давайте немножко посмотрим, справедливо ли вот это допущение, которое дает Еврокод насчет двутавров, что для них можно пренебречь моментом чистого кручения. Я для этого подготовил небольшую задачку. Вот смотрим, я сделал двутавра
в виде стержня и сделал его в виде оболочек. Причем для одного варианта я запретил депланацию, то есть здесь сделал абсолютно твердое тело в месте приложения крутящего момента по полкам и стенке. И здесь полностью закрепил второй конец. А во втором участке я депланацию разрешил, то есть сделал закрепление только по стенке. То есть сечение может свободно депланировать. В стержень я здесь, обратите внимание, сделал ограничение по депланации. Теперь мы проводим расчеты, то есть моменты кручения заданы одинаковые. Смотрим результаты расчета, как распределены напряжения и перемещения. Если смотрим перемещения, то у нас будут у Y, нам интересно посмотреть, то вот видим в балке, в которой запрещены были депланации для оболочечной модели минус 119 на 10 минус третьим, для стержня минус 117, то есть результаты почти совпали эти. Ну а если посмотрим для участка, в котором депланация разрешена, смотрим, что видим, что перемещения на порядок больше угловые. Можно это все увидеть, если показать деформированную схему. То есть видим, если деформация запрещена, то перемещения будут угловые намного меньше. Изучим теперь напряжение. Мы видели на слайде здесь, что секториальное напряжение касательное максимальное вместе стыковки полки к стенке, и они должны быть постоянные по толщине. Вот я здесь могу взять напряжение в пластинах, выставить чек напряжения в сечении элемента и посмотреть, как распределены касательные напряжения. Можно судить, что в центре пластины будут как раз действовать секториальные напряжения. Вот здесь они, оказывается, около 2000. А те напряжения, что распределены по треугольной эпюре и с нулем в центре, это уже будут напряжения от чистого кручения. И видим, что если здесь в центре около 3000, на краю около 7500, то где-то 4500 уходят на напряжение от чистого кручения. Можно посмотреть, как вообще эти моменты распределены в стержне. Вот видим, что MXT очень маленький получается. Если суммарный момент 1, MXT будет максимально здесь в центре стержня. А MXV распределен почти по прямоугольной эпюре. И значение вы его видите. То есть, что здесь в пункте 7 имелось в Еврокоде, что конструктор должен позаботиться о том, чтобы максимально ограничить депланацию. И если он это сделает, тогда крутящим моментом Сен-Винада действительно можно пренебречь. Но если он этого не сделал, то им по-хорошему пренебрегать нельзя. И в таком случае нужно как минимум смотреть на то, чтобы крутящий момент MXT был очень маленьким, так как иначе от него возникают значительные напряжения даже на этой схемке. От очень маленького крутящего момента Сен-Винана у нас напряжение максимальное касательное больше, чем напряжение, которое дает крутящий момент MXV, чем изгибно-крутильный момент. И можем мы также сравнить распределение касательных напряжений в двутавре, в котором депланация была разрешена, из
тем, что детонация была запрещена. Вот здесь я где-то в серединке кликну на участок полки и покажу, что здесь стал XY около 60 тысяч максимальной, а здесь около 6 тысяч, то есть разница почти в 10 раз, если мы не запретили депланацию. Поэтому это нужно учесть, но мы на данный момент учитываем только для двутавров только крутящий момент, в соответствии с пунктом 7 только изгибно-крутильный момент. Поэтому конструктор должен сам следить, чтобы не вышло так, что крутящий момент синовина на двутавре оказался очень большой, так как мы этой проверки не делаем. Пока, может быть, сделаем в будущих версиях. Если же мы считаем прочность сечения 3 и 4 класса, то здесь мы исходим из того, чтобы напряжение по мизесу не превысили предел текучести. Если для 3 класса, то мы рассматриваем полное сечение, а для 4 класса сечение с учетом его редуцирования. Здесь вы видите на слайде формулы, по которым по которым считаются касательное напряжение. Мы, получается, смотрим точки, в которых касательные напряжения будут максимальные, и в этих точках затем ищем также и нормальное напряжение и складываем их потом в эквивалентные по формуле Мизеса. И смотрим, чтобы эти напряжения не превысили предел текучести с учетом понижающих коэффициентов. Здесь, видите, была у нас формула 6.1, но так как сигма z равно нулю, то она упрощается к такому вот виду. И при этом напряжение касательное мы считаем как от поперечных сил по формуле Журавского, так и учитываем напряжение откручения. Если для замкнутых сечений, то напряжение считается по формуле Бретта, интересующем нам элементе максимальное. А если у нас сечение открытое, то для тех сечений, которые склонны к депланации, мы считаем секториальное касательное напряжение, для сечений, которые к депланации не склонны и это сечение открытого типа, к примеру, уголок, то вот по этой формуле считаем, как тау-т. И эти все, то есть и касательное напряжение откручения, и касательное напряжение среза попадают в суммарную формулу и считается максимальное напряжение по мизесу в местах с максимальными касательными напряжениями. Вот в это заложена суть проверки по касательным напряжениям у нас. Теперь перейдем к прочности стали, исходя из нормальных усилий и сгибающих моментов. Значит, в общем случае в Еврокоде рекомендуется считать несущую способность по формуле 6.2. То есть это формула консервативная. Здесь вы видите такой график, где показана линия вот согласно формуле 6.2. Здесь я ее как привел. А здесь вот эта дуга, условно, это показана реальная кривая несущей способности. То есть здесь получается, что если у нас условия формулы 6.2 выполняются, то сечение будет нести нагрузку. Это сделано с запасом. И получается, что пластические моменты или моменты, которые характеризуют максимальную несущую способность по каждой из компонент, считаются исходя пластических моментов сопротивлений по определенных осях. И также эти значения могут быть уменьшены, исходя из поперечных сил. Вот здесь видим, что если нагруженность поперечной силой была больше 50% вот этого
ПЛРД, то мы это должны учесть тем, что мы редуцируем пластический момент сопротивления. Здесь видим, по какой формуле это делается. По формуле 6,29 и ρ у нас тоже видим по пункту 4, как меняется. Ну и также эта поперечная сила, конечно, делается с учетом и кручений также. Есть еще некоторые специальные случаи, когда мы эту консервативную формулу не используем и переходим к некоторым менее консервативным упрощенным вариантам. Здесь мы можем даже продольной силой вообще пренебречь, если выполняются вот условия для двутавров, как по формуле 6,35. Ну а в иных случаях мы продольную силу учитываем, если выполняются условия 6,33 формулы и 6,34. Это для двутавров. То есть мы считаем некоторые приведенные пластические моменты сопротивления вот по формулам, которые видите на слайде. И затем также мы эти пластические приведенные моменты сопротивления по изгибу редуцируем с учетом поперечных срезающих сил и приходим к некой степенной зависимости. Вот если эта сумма отношений вознесенных в степени альфа и бета меньше, чем 1, то сечение несет нагрузку, если нет, то не несет. Но эта проверка такая делается только для некоторых двутавров и коробок. Если же наше сечение расположено на опоре, то также мы проводим проверку на совместное действие момента продольной и поперечной силы на опоре. Эта проверка делается только для элементов, у которых есть стенки. Это двутавр, коробка и швеллер. Когда мы анализируем прочность стали для третьих и четвертых классов по эквивалентным напряжениям, то мы смотрим напряжение по мизесу в точках с максимальными нормальными напряжениями. Для третьего класса это будут какие-то характерные точки для как крайние точки сечения с минимальными моментами сопротивлений. А для четвертого класса то же самое, но только с учетом того, что сечения у нас будут отредуцированы. То есть те формулы, которые мы видели для проверки по касательным напряжениям, только если мы по касательным смотрим, то это в точках с максимальными касательными напряжениями мы ищем напряжение по мизесу. А если ищем по эквивалентным напряжениям, то это смотрим точки там, где максимальное нормальное напряжение. Теперь перейдем к проверке потери устойчивости. У нас есть несколько видов этой потери устойчивости. Есть потеря устойчивости при продольном изгибе, то есть проверка делается по формуле 6,46. И для этой проверки нам нужно знать расчетную длину, чтобы затем получить критическую силу. Расчетную длину мы вводим по разным осям. Вот здесь есть относительно оси Y. Мы можем как коэффициент задать, так и обычное значение. Например, у нас была длина 6, я задам 6 пока, потом могу уточнить. И затем уже по тем формулам, что приведены здесь на слайде, мы смотрим, не теряет ли сечение устойчивость при данной нагрузке. Второй вид потери устойчивости – это крутильная форма. То есть это если мы прикладываем вдоль сечения продольную силу, а сечение скручивается. Вот здесь вы видите формулы, по которым ищется критическая сила для крутильной формы. Ну и как затем происходит проверка, также видите. Все эти формулы у нас сопровождаются в протоколе расчет, который я покажу затем на практике. Изгибная форма потери устойчивости – это скручивание балки при приложении изгибающего момента вокруг сильной оси. Вот чем отличается сильная ось от слабой, это то, что для
Если в сечении есть два момента инерции, и один из них больше, это сильная ось, это та ось, вокруг которой момент инерции будет больше. И вот если вокруг сильной оси действует изгибающий момент, то балка может скрутиться и попытаться сопротивляться не по сильному моменту инерции, а по слабому. Вот. Но если это происходит, то это называется изгибная форма потери устойчивости. Я немножко покажу вам на примере, как эти формы выглядят. Вот видите, здесь я в первом загружении приложил продольную силу и во втором как поперечную силу, которая вызывает изгибающий момент. И затем результаты расчета, если перейду в устойчивость, результаты устойчивости и посмотрю формы, то вижу, вот первая форма это у нас будет продольная форма, то есть балка изогнулась в целом от приложения продольной силы. А вторая форма, вижу, что балка не изгибается, но она скручивается вокруг своей оси. То есть это крутильная форма потери устойчивости. Это в анимации смотрится. А если я посмотрю на изгиб, то вижу, что от изгиба балка у меня изгибается и скручивается. То есть это изгибно-крутильная форма потери устойчивости. Ну вот и обратите внимание, что критический момент, при превышении которого происходит потеря устойчивости, зависит от коэффициента c1, который определяется исходя из распределения эпюры моментов. В программе, если мы перейдем в редактор конструирования, мы можем выбрать вручную, по какому распределению моментов мы будем производить расчет. Ну, понятно, что в реальной жизни для разных комбинаций может быть разное распределение моментов, но пока мы эту часть для получения распределения не автоматизировали, и пользователь должен это выбрать сам. Если вы не знаете, какой момент вам лучше всего взять, то для консервативного случая вы можете взять вот линейное распределение эпюры моментов. И затем вот этот коэффициент psi, это как это отношение моментов, мы уже считаем в программе автоматически для конечного элемента или цепочки элементов, которые объединены в конструктивной. Советую брать как раз консервативный случай. Ну и затем мы автоматически в программе по этой формуле все пересчитаем. Ну и последний вид расчета на потерю устойчивости – это общая форма потери устойчивости. Это если у нас имеется и устойчивость продольного изгиба и изгибно-крутильная форма потери устойчивости, то мы как эти эффекты между собой каким-то образом суммируем и получаем еще какой-то общий эффект. Ну и вот здесь вы видите на экране формулы, по которым мы это все считаем. Для разных классов, обратите, здесь разные значения будут в знаменателях. И для расчета этой формулы нам нужно знать коэффициенты взаимодействия. Мы их считаем по приложению А. Как в Еврокоде есть два варианта их расчета, мы именно по приложению А считаем. Вот по этим формулам, которые вы видите на слайде. Ну и мы также автоматически определяем, где у нас сильная ось, а где слабая, так как не всегда вот ось Y, вот коэффициент KY это сильная ось получается, а KYZ это слабая ось. Это мы автоматически сравниваем моменты инерции относительно обоих осей сечения и смотрим, какой оси, какой коэффициент нам нужно применить и какую нагрузку нужно где использовать. По теоретической части мы пробежались немножко, теперь давайте перейдем уже к нашей модели и постараемся закончить те конструирования, которые мы создали. В общем-то, для балки я уже все параметры задал для именно того участка, который расположен у торца опоры. И эти части я могу применить.
Дальше нам нужно применить конструирование для пролетных участков, которые, ну, в одной стороне из которых есть концевая опора. Для этого я создаю еще одно конструирование. Это уже у нас будет, назовем это пролет возле опоры. И здесь у нас будет почти все то же самое, но только мы выбираем вот эту радиокнопку. Ну и заодно создадим топологию для пролетная опора для еще одного участка нашей балки. И остались у нас вот 3 участка. Это будут центральные пролеты. Ага, для пролетной опоры нужно указать две длины. L1 и L2. То есть L1 это вот, и L2 это вот. И применяем параметры конструирования. То есть вот так я все сделал. Ну, смотрите, если вам сложно это все искать, какой элемент на опоре, не на опоре, то для ускорения вы, по сути, можете консервативно назначить одно конструирование и сказать, что у вас все стоит на опоре. Вот самый консервативный случай будет это будет центральная опора. То есть для нее будет самое, ну, как максимальное редуцирование пояса при учете эффекта сдвигового опоздания. И также вы будете проводить проверку на э, устойчивость вашей стенки на поперечную силу, так как проверка на устойчивость стенки проводится только для элементов, которые на опоре. Поэтому в случае чего можно вообще воспользоваться только конструированием номер 3, но опять же это будет как консервативный подход. Теперь давайте назначим сечение, точнее конструирование нашим крайним колоннам. Вот я имею в виду вот эти части. Сделаем еще одну топологию двутавров. Коэффициенты уточним. Расчетные длины потом позже уточним. И здесь я выберу не использовать коэффициент длины пролета, так как я не знаю, как можно вообще колонну привязать к балочному пролету. Я взял не использовать коэффициент пролета, в таком случае у нас будет учет эффекта сдвигового опоздания идти по самому консервативному сценарию. Ну и при этом мы не будем рассчитывать местную потерю устойчивости стенки. И длина здесь будет высота колонны, это 6 метров. Давайте назовем это в комментарии колонны. Для двутавровых участков мы конструирование создали. Ну и также я хотел бы для двутавров, чтобы расчетная длина учитывалась не для отдельных элементов, а для колонны в целом. Поэтому я хотел бы эту колонну объединить в конструктивный элемент. Я для этого выделяю ее, даже как можно несколько колонн. Затем перехожу в редактор конструирования, конструктивные элементы и создать множество конструктивных элементов. Ну и аналогично создам конструктивные элементы для участка из труб. Для труб также нужно сделать конструирование. Я их выделил.
Заходим в редактор конструирования, остальные конструкции, топология труб и выбираем здесь Еврокод. Уточняем коэффициенты к материалу. Расчетную длину мы позже посмотрим. Ну и пока что все. Ну и назначим также этим участком те же самые конструирования, которые было для основного пролета. Так, у нас остаются коробчатые пролеты здесь и фермы из коробок и уголков. Для коробок я создаю топологию коробок, уточняю коэффициенты. Расчетные длины зададим позже. Ну и здесь уже я как сделаю по упрощенной схеме, как по ускоренной сделаю самый консервативный вариант, выберу что-то центральная опора. Ну и задам какие-то размеры опорных частей. Здесь также можно объединить эти участки в конструктивные элементы, но, наверное, это не стоит делать, так как есть раскосы. Хотя может... Так, можно взять лавинообразный выбор, выбрать запрет ветвления и добавить элементы в набор конструктивных. И назначим теперь нашим коробчатым сечением конструирование. Сначала их выберем, конечно. Можно выбрать по сечению. Создадим теперь для швеллеров параметры конструирования. То есть швеллеры здесь у меня идут как оранжевым цветом. Еще уточняем коэффициенты. Выбираем самый худший вариант опирания. Ну или можем даже не использовать коэффициент длины пролета. Ну, лучше как опирание, чтобы учесть местную потерю устойчивости стенки. Ставим длины пролетов. Ну и можем назначить конструирование. Так, остались у нас здесь коробки, которые используются как раскосы ферм. Для них сделаем отдельное конструирование. Для раскосов ферм расчетные длины принимаются с коэффициентом 1. И здесь можно выбрать как самый опасный вариант здесь. Ну или хотя местной потери устойчивости здесь не будет, скорее давайте лучше это возьмем. Выбираем эти наши раскосы и назначаем им конструирование. Есть, остались у нас вот несколько уголков. Создаем для них конструирование. Расчетные длины можно взять, которые здесь указаны с коэффициентом 1. То есть это можно как аналог раскосов ферм в некотором роде. И назначаем. Так, все параметры у нас для всех элементов остальных назначены. Можно теперь перейти к предварительному расчету на устойчивость. Здесь, как я уже показывал ранее, я сделал РСН, по которому я постараюсь определить примерно расчетная длина для некоторых колонн. Запущу расчет.
Так, задача посчиталась, перехожу в сочетание, устойчивость и смотрю формы потери устойчивости. Здесь важно видеть, как и смотреть именно те формы устойчивости, при которых конструкция теряет устойчивость в целом. Вот при такой форме явно можно увидеть, что устойчивость теряют именно стойки. Я могу также перейти в результаты устойчивости и посмотреть свободные длины и чувствительность. И вот можно видеть, что в тех элементах, которых очень большая чувствительность, и они по деформации также явно, и будет явно видно, что теряют форму именно эти элементы, мы можем смотреть, какие в них расчетные длины. То есть именно в этих элементах. Ну, обратите внимание, что по первой форме, если, например, будем смотреть на элементы, в которых устойчивость не теряется, то при таком подходе расчетные длины будут очень большие. То есть нужно смотреть расчетные длины именно тех элементов, которые теряют устойчивость при данной форме. А для других элементов нужно уже искать как формы потери устойчивости, в которых для них будет большая чувствительность. Вот здесь можно видеть, что чувствительность у поясах ферм будет. И здесь можно видеть, какие расчетные длины здесь. Видим, что именно как пояса потеряли устойчивость. И посмотрели, какая расчетная длина. Так, перенесем теперь некоторые расчетные длины в наши исходные данные. Ну и обратите также внимание, что вот эти расчетные длины с потерей устойчивости, они будут разные для разных комбинаций нагрузок. А нам здесь нужно внести какое-то одно конкретное значение. Поэтому можете вносить какое-то самое консервативное значение, ну и также стоит знать, что обычно при стандартных условиях закрепления коэффициент к расчетной длине будет лежать в пределах от 0,5 до 2. То есть если у вас расчетная длина выходит из этого диапазона, и у вас при этом какие-то стандартные условия закрепления, а не какая-то маленькая жесткость на концах, то тогда, значит, вы смотрите какую-то не ту форму потери устойчивости. Ну и здесь также на слайде вы видите алгоритмы, по которым расчетная длина считается. То есть мы знаем, какое усилие в стержне есть, затем мы считаем параметр лямбда. Параметр лямбда у нас был в потере устойчивости вот здесь, коэффициент запаса 4,95. Вот это как раз есть этот коэффициент лямбда, который вы можете видеть на слайде, лямбда и для каждой отдельной формы потери устойчивости. Ну и затем мы считаем коэффициенты к расчетной длине, ну и выводится затем обычная расчетная длина. То есть она зависит от момента инерции, модуля упругости и критической силы, которая своим образом считается как фактическое усилие в стержне при статике, умноженное на коэффициент запаса лямбда. Для расчетных длин я выберу использовать расчетную длину в направлении минимальной жесткости. То есть это для проверки на крутильную и зимно-крутильную форму. Так, теперь выставим расчетные длины. Для нашей балки подкрановой у нас коэффициент 1 будет для расчетной длины. Мы здесь указали обычную длину 6 метров, да, то есть это правильно. Для двутавровой колонны вы видели из расчета. Хотя нет, стоп, это для труб был коэффициент 6
Ну, точнее, длина была 6,25. А для колонн сейчас уточним. Ну, где-то 6 метров, где-то 6, 5, ну, 5,95. Хотя видите, что по одной из осей 27 метров. То есть это слишком большое значение. Скорее всего, это взята во внимание не та форма потери устойчивости именно для параметра LZ, то есть LY. Ну и, в общем-то, для раскосов и пролетов, то, ага, мы берем коэффициент, для раскосов и пролетов уже будем брать коэффициент 1. Ну, хотя вы можете уточнить, это я на этом не остановлюсь. Так, первое предельное состояние мы задали. Остается еще в параметрах конструирования. Второе предельное состояние – это проверка по деформациям. По умолчанию она у нас отключена. То есть, но если вам важны деформации, то вы можете также сделать эту проверку. Если хотите ее делать, тогда выбираем проверка по деформациям и берем прогиби, которые нас интересуют. Это плоскости относительно оси Z1 и Y1. Здесь можно задать схему работы балка. Здесь у нас балочная работа, и можно задать допустимый прогиб, с которым будет сравниваться перемещение. Ну и можно также автоматически определить длину прогиба. И тогда должны быть заданы раскрепления. Давайте покажу, как делаются раскрепления. К примеру, я хочу посчитать прогиб в этой балке. И здесь у нас есть такая функция, как раскрепление прогибов. Если я ее выберу, то здесь я могу задать как в каждом, как обнуление прогиба в каждом узле каждого выделенного элемента или на концах. Ну, или вы весь список видите. То есть в данном, если вот эту даже балку я возьму, и я должен обнулить прогибы на концах конструктивного элемента. Как это все будет работать, давайте посмотрим на таком иллюстративном примере. К примеру, вот у нас была некая балка на упругих опорах. Затем на нее дали какую-то нагрузку, и у ней появилась какая-то опера перемещений. Но если мы сказали, что в этих точках у нас прогибы раскреплены, то есть мы считаем, что здесь перемещение 0, и тогда мы к этой эпюре добавляем линейную эпюру между этими двумя точками. Ну и затем финальная получается вот такая эпюра. Ну и видите, что здесь было перемещение какое. То есть затем мы от этого перемещения отняли линейную эпюру между двумя точками раскрепления и получили эпюру прогибов. Вот как-то так. Ну и поэтому, если вот у нас эти 4 элемента объединены в конструктивные элементы, или здесь не 4, а больше, то я тогда беру в обнуление прогиба в выделенных узлах, выделенных конструктивных или конечных элементов. Установить, и здесь у меня получились обнуленные прогибы. Могу также я в ускоренном виде выделить все свои балки поперечные и указать, что прогиби на концах выделенных конструктивных или конечных элементов. Ну и вот так это все будет выглядеть. Окей, делаем расчет. Затем
переходим в расчет конструкций и берем расчет стальных конструкций. Если нам, например, все не нужно считать, мы можем выбрать только выделенные элементы и посчитать. Но при этом не должен стоять чек на все элементы. Если все элементы, тогда выделение бесполезно. Ну, если часть, то тогда выберем стальные элементы и производим расчет. Ну, у нас схема небольшая, я посчитаю по РСУ, сделаю проверку нашей схемы. Так, наша конструирующая задача посчиталась. Можем перейти теперь в стальные конструкции и увидим здесь, выбрав вроде кнопку Еврокод, как у нас работают сечения по тем или иным параметрам. Вот здесь видим касательные, приведенные и формы потери устойчивости и местные потери устойчивости стенки. Значит, во вкладке «Касательные напряжения» будет информация о коэффициентах альфа, о которых я вам на слайде рассказывал. Здесь при пластическом шарнире, если мы зайдем в этот протокол, то можно его листая смотреть, какие формулы использовались. Здесь видим, как общий класс сечения, какой у нас был, и какая у нас была альфа. Здесь альфа 0 это класс стенки, то есть это как был коэффициент альфа 0,558. Ну и затем по каким зависимостям все это сравнивается и определяется общий класс. То есть здесь класс стенки, класс первого свеса, второго свеса, третьего свеса и четвертого. Ну, здесь все подробно расписано по формулам, как это все происходит. Ну, затем также есть как проверка на поперечные силы, так как был у нас первый класс, мы считаем поперечную силу и также все делаем с учетом кручения по это напряжение от секториального момента мы берем. Так вот здесь, так это секториальное напряжение считается, ну и так далее. И также можно смотреть полный протокол для случая, в котором показательным напряжением у нас был наибольший процент использования. Здесь уже будет полный протокол для такого случая. Видим, что... Ну и понятно, что вот полный протокол для случая с максимальными касательными в общем случае будет отличаться от того протокола, при котором были максимальные приведенные напряжения. Ну, хотя в этом случае может быть какой-то другой класс сечения, к примеру. По приведенным также можно смотреть отдельный протокол, как именно было посчитано сечение и как получены определенные коэффициенты использования. Можем мы также смотреть не все элементы, к примеру, выделить нужный нам элемент и посмотреть вот выбранные. Это будет у нас конструктивный элемент, то есть это по сути будут вот эта вся цепочка элементов. Это все один конструктивный элемент. И по нему также можно видеть протоколы расчета. Это уже у нас будет сварная коробка. Вот обратите внимание, только нет прогибов. Это подозреваю из-за того, что мы здесь для коробки не указали, что нам прогибы нужны. Здесь мы только для балки указали были. Давайте пересчитаем для данной балки прогибы и посмотрим, как они соотносятся с рекомендуемыми. Делаем проверку. Прогиб, например, у нас 10 миллиметров будет предельный. Расчет можно сделать не полный, а повторный, чтобы пересчитать конструирование. И сделаем перерасчет. Заходим в коробку и видим уже, что здесь появились прогибы.
Вот можем смотреть, какое значение было и с каким мы его сравниваем. Дальше можно, к примеру, эту модель сохранить, чтобы она уже была, и э, сделать подбор сечений. Так как мы видели, что у нас не везде были проходимые сечения, то нам нужно сейчас схему посчитать на подбор и перенести сечения в исходные данные. Переходим на подбор, RSU и считаем все элементы. То есть при подборе, если у нас сечение слишком большое, нам подберет меньшее сечение, если слишком маленькое, нам подберет большое сечение. То есть таким образом можно будет экономить металл. Итак, наша задача досчиталась. Переходим в результаты подбора и видим, какие сечения нам подобрались и коэффициенты использования по определенным параметрам для выбранных сечений. Мы можем также, я не показывала, как и для проверки это можно смотреть эпюры по коэффициентам использования. Ну и можно, если мы все чеки возьмем, то покажем нам эпюры по всем параметрам. Мы можем затем эти подобранные сечения перенести в исходные данные. Для этого выбираем «Преобразовать в расчетные данные», преобразование подобранных сечений, металл, RSU и нажимаем кнопку «Выполнить преобразование». Переходим в исходные данные и можем посмотреть в редакторе сечений, что у нас создался ряд новых сечений. И если включим объемный вид, то увидим, как все эти сечения поменялись. Ну и теперь мы можем нашу схему пересчитать. Ну, это следует делать, так как после смены сечения изменилась геометрия схемы и изменился собственный вес. Ну и это может привести к тому, что поменяются собственные частоты, поменяются прогибы и так далее. И это все нужно будет учесть. После смены усилий могут быть понадобиться или подбор новых сечений, ну или оставить уже как есть. Для этого нужно схему пересчитать и сделать проверку и посмотреть, какие у нас получатся коэффициенты использования. Выбираем проверку по RSU и сделаем перерасчет. Так, задача посчиталась. Переходим в спецрезультаты, остальные конструкции. И видим, вот, что по общей устойчивости кое-какие элементы не прошли. Можем посмотреть процент использования. Ну и видим, как он изменился. То есть получается, что не проход у нас некоторых балков фермы. Ну вот таким некоторым итерационным образом можно доделывать подбор сечений. Ну и в какой-то момент уже вы придете к стопроцентному результату. Вот что я сегодня хотел рассказать по поводу расчета металлических конструкций по Еврокоду. На сегодня все. Спасибо за внимание.